Всех приветствую на мелом. В общем, сегодня будут пиленные сорта. И уже совсем скоро, под конец ролика, я расскажу, какие сорта и что вообще будет в следующих роликах. Давненько мы не виделись. В общем, это сорта следующие. Это сорт Эллин, Красавчик, Васильполье и Новый Оскол. Здесь Белая гора, Классик, Петропавловка, Севрюкова. И сорт, господи, забыл, Крупинка. Начну, пожалуй, с жирных сортов, потому что жирные сорта это все-таки мои любимые сорта. Но вы пока что напишите в комментариях, какой из этих сортов ваш самый любимый. А начну я, пожалуй-ка, с Эллина. Эллин это такой ближе какой-то глиномел, чуть-чуть жирнее обычных жирных сортов. Ой, давайте пробовать. Ну, что я могу сказать про Эллин? Этот сорт при хорошей сушке довольно маркий. Цвет не то чтобы серый, даже голубоватый немножко. Присутствуют вкрапления. При разрезе он имеет такой цвет топленого молока, наверное, вот так. Чуть жирнее жирного, имелось в виду, что он довольно сливочный, вкус стандартно меловой. Ну, вкуснятина. Перейдем к следующему сорту. Капец на них сколько этой пыли. Это сорт Красавчик. С Эллином лично для меня они довольно-таки похожи. Как по цвету, так и по характеристикам, вкусу и строению. Ну, давайте пробовать. Ну, здесь, кстати, прям видно линию распила. Не знаю, видно будет там или нет. По вкусу есть действительно схожесть, но какое-то микроразличие и присутствует. Эти жирные сорта наивкуснейшие. Мне кажется, мне больше понравится Васильполье и Новый Оскол. Ну, действительно, по характеристикам, все, что я назвал про Эллин, в принципе, подходит к Красавчику. Здесь у меня ничего, кусочек хороший такой упал. Оп. Давайте перейдем, я так думаю, к Васильполью. Кусочек тоже такой, не маленький. По маркости. Ну, маркость у них у всех хорошая. Больше, возможно, у сухих сортов будет, так как, ну, они хорошо просушены. Поехали.
Здесь уже прям мощнейшее отличие от предыдущих сортов. Потому что Эллин и Красавчик, они ближе к длинномелу. Сливочный, повышенная жирность. Здесь же стандартная жирность. Присутствует привкус побелки, что вот это немаловажно в мире. Отсутствует вкрапления. Цвета уже такого голубоватого нету. Здесь ближе, ну, действительно серый, а внутри не топленое молоко, а тоже такой просто, ну, сероватый немножко. Васильполе также хрустит получше, чем Эллин и Красавчик. Аккуратненько. И сейчас перейдем к новому осколу. Я думаю, он не менее вкуснее, чем Васильполе. Но они, правда, очень сильно отличаются от предыдущих сортов. Я уверен, что новый оскол будет похож на Васильполе, но так же, как и Васильполе, будет хорошо отличаться от Эллина и Красавчика. Хотя тут видны вкрапления. Поехали. Я думаю, почему такой твердый? Они должны быть одинаково по твердости. Я же его сюда положил, новый оскол-то. Это сорт крупинка. Я надеюсь, здесь вопросов не будет, как я понимаю и различаю подобные сорта. Да, некоторые я действительно не смог бы отличить, если бы не знал, где лежит Эллин и Красавчик. Возможно же бы я не понял, где кто из них находится. Но здесь, во-первых, вкус. Вы сразу поймете, что это крупинка, если будете сравнивать его, да практически с любым сортом. Твердость и именно, как сказать там, твердость самой крупинки, то насколько долго она держится. В общем, ее ни с чем не перепутаешь. Крупинка имеет твердость выше среднего по маркости. Ну, опять же, хорошая маркость, потому что хорошо просушенный мел. По вкусу. Вкус раскаленных кирпичей. Запах вот этой вот глины, когда в баню заходишь. Вот что-то такое, все перемешанное вместе. Но мы все-таки перейдем к новому осколу. Сейчас будет вкусненько. Крупинка не очень сильно мне нравится. Вот я ее давно не ел, сейчас она мне понравилась. Но чтобы кушать ее долго, я бы, наверное, не смог. По этой причине, собственно, и люблю жирные сорта. Я их могу есть очень долго. Главное, чтобы хорошо просушенные были. В общем, давайте попробую сделать вот так, дабы показать, насколько он маркий. Ну, я пока этого нигде тут увидеть не могу.
Но, надеюсь, увидите вы. Вот. Такие вот дела. М? М, Какой же он вкусный. Он повкуснее Васильполя будет. В нем более сильный вкус побелки. Меловой вкус. И в целом, вот взять все, что я чувствовал в Васильполе, да, здесь будто бы это многократно увеличено раскрытие вкуса. Ну, как я и сказал, когда взял крупинку, что ощущаю, что в ней есть вкрапления, так и здесь они есть. Вкрапления это вот точечки. Железнистые такие, как правильно тогда назвать. Точки это и есть вкрапления. Вот, допустим, здесь их не было. Хотя нет, в Васильполе тоже вон одно вижу. По легкости они с Васильполя одинаковые. А мне сейчас пробовать еще 4 сухих сорта, не считая крупинки. Вот он. Ну, по чуть-чуть попробую сухие сорта и вернусь к жирным. Я думаю, будет так. Скажу сейчас, что будет в следующих роликах. А в конце важное заявление, такое небольшое для всех сделаю. Во-первых, в следующем ролике вы давно очень просили громадную глыбу мела покушать. Я это сделаю. Какой это будет сорт, попробуйте угадать в комментариях прямо сейчас. Напишите, как думаете, какой это сорт, я дам небольшую подсказку. И подсказка будет звучать следующим образом. Если бы я назвал его описание, вы бы сразу же поняли, что это за сорт. Вот подумайте, вот если так сказать, да, можно это про любой мел практически так сказать, но нет. Вот какое бы описание сорта я бы вам назвал, что вы бы сразу поняли, что это за сорт. Не знаю, вот допустим, возьмем тюменский, да, к примеру. Какое я должен про него описание сказать, чтобы вы сразу поняли, что это тюменский? Ну, маловероятно, мне кажется, да? Крупинка. Долго держит крупинку. Ну, возможно, вот такое вот описание бы я сказал, и вы сразу поняли. Ну, вот что-то такое. В общем, подсказка, следующие слова. Это, если бы я вам назвал его описание, вы бы сразу поняли, что это за сорт. Попробуйте угадать. Я вам говорю, это очень легко. А глыба там, правда, громадная. Это будет следующий ролик. Еще через ролик, после того, как я засниму ролик с глыбой, будет ролик с сортом песчанка. Песчанка вообще, она не то что на любителя, она очень многим понравилась. И любителей у нее стало много, там большая такая тарелочка с песчанкой. Песчаночка как раз подсохнет к выходу ролика, и я ее засниму. Ну, в общем, как-то так основные такие моменты назвал. В конце, как сказал, такое отступление кое-кое сделаю, кое о чем вам расскажу. Ну, поехали. Сорт, что, Белая гора здесь, это классик. И эти сорта, они вообще супер просто пыльнёхонькие, я бы так называл бы даже, наверное. Ну, поехали. Сразу такая легкость.
У меня тут ролик прервался. Пришлось встать, включить. А, видимо, память закончилась, на сильно хорошее качество там снимал. В чем суть? Во-первых, я посмотрел, насколько сильно я себя изморал сортом классик. Вот видите, да, до этого я марку делал жирными сортами и сейчас привел сухим. Офигеть просто. Но не в этом суть, я уже вам после того, как ролик прервался, небольшое описание сказал, которое уже вы пропустили, а я его не заснял, да. Давайте скажу еще раз. Классик, как я сказал, легкий, да, безусловно, в побелке вкус, но еще вкус небольшой такой извести, что ли, наверное, вот так вот. И извести немножко с горчинкой. Пересушить я этот сорт не мог, он точно не пересушен. Такой пришел. Вот опять же, это то же самое, что я вам сказал. Новая Скол у меня вкуснее, чем Василь Поле, да. Но есть такой момент, что, возможно, когда вы его закажете, в поставке вам придет совершенно другое. Поэтому еще разок немножко откусываю и иду к сорте Белая гора. Вкусно. Но мы пойдем к Белой горе. Если тут холодильник выключу, а то шумит он что-то так сильно, что мне не нравится. Мало ли слышно, что это будет. Ну, поехали. Белой горой проведу с этой стороны. Там, мне кажется, вообще пипец уже. Ну, поехали. Белая гора. Сразу чувствуется, это другой сорт. Хруста здесь, конечно, мало, если сравнивать с жирными сортами, глиномелами или же вообще с крупинкой, да. Но, тем не менее, очень вкусный сорт, очень яркое выражение побелки. Легко откусывается, быстренько уходит в кашицу. Небольшие есть вкрапления. Ну, вкусненький. Поехали к следующему сорту. Я, пожалуй, крупинку, чтобы тут ничего не потерялось. Вот так вот наверх. Так, следующий сорт у нас получается вот это Петропавловка. Уже маркость проверять не буду, только если могу вот так, допустим, сделать. Опа, какая линия просто. Небольшое удивление у меня сейчас появилось. Насколько помню, в классическом описании Петропавловки такого нет, но есть такие сорта кусковые, как Феникс, допустим. И Феникс немножко придает, у него есть такое, как вот таблеточный, что ли, вкус. И при этом сладковатый привкус. Вот именно это я сейчас ощутил в сорте Петропавловка.
Мне такой сорт не сильно, если честно, нравится. Во-первых, он очень легкий. Во-вторых, вот Белая гора, отчетливое выражение побелки, да? Вау, классно. Если берем жирные сорта, мне тоже очень нравится там выражение побелки, но оно там много меньше чувствуется, чем в Белой горе. Здесь и не туда, и не сюда, что ли. Ну, ради интереса можно там раз в месяцок покушать этот сорт. Типа, вау, что-то интересное. Но в целом, такое мне не очень нравится. Ну, в общем, Севрюкова. И Севрюкова, я его, блин, постоянно путаю. Уж сколько времени, сколько ем, столько я путаю. Поехали дальше. Ну да, плюс-минус очень похожи с Белой горой. Они, в принципе, друг с другом всегда были очень сильно похожи. И поэтому, наверное, в поставках приходят примерно одинаковые всегда. Все-таки я хочу вернуться к Новому Осколу. Ну, про Севрюкова, ну что тут еще скажешь? Та же самая Белая гора. Ну, лично для меня есть различия, спору нет, но очень сильно похожи. Вот теперь будет вкусно. Новый Оскол. Вот я говорю, мне нравятся жирные сорта. И при заказах очень часто спрашивают, что значит жирный сорт. Ну ладно, там в еде что-то жирное, это понятно. А здесь типа как? Я всегда как-то по-своему объясняю. Вот напишите в комментариях, что для вас есть жирный сорт. Почему он называется жирным. Ну, вы меня поняли мой вопрос, да? И я обязательно почитаю комментарии, на какие-то отвечу. Очень часто на самом деле задают этот вопрос. Как по мне, тут невооруженным глазом видно, что мне жирные нравятся. Вот, допустим, вот нового скола сколько осталось. А тут кусочки-то еще весят довольно-таки хорошо. Ну, а теперь что я хотел рассказать? Я хотел сказать про Wildberries. Многие там, ну не многие, может быть 1/3 там написала мне то, что вот цены там огромные, в комментариях это было на ютубе. Капец, вы там по каким ценам продаете и так далее и тому подобное. В общем, я скоро выпущу ролик, в котором первый ролик я выпущу на этом канале, на основном на ютубе, на меловом, где я вам покажу все процессы, которые происходят для того, чтобы я мог сделать отправку на Wildberries. Я вам полностью этот ролик покажу, и после чего в нем в ссылке в описании будет уже ролик на мой основной канал, где я полностью расскажу про свою первую поставку, сколько я заработал, и там вообще-то смешно. Ушел ли я в плюс, ушел ли я в минус, вы всю информацию узнаете уже в следующем ролике. Он выйдет, наверное, через 2 ролика, как я вам покажу. Чуть сорт не назвал, который вам надо было угадать. Как я вам покажу сорт с большой глыбой мела, с песчанкой. И после этого я выпущу вот этот ролик. Ну, в общем, с вами был, как всегда, канал Меловой. Я не прощаюсь, мы очень скоро увидимся. Ну и напоследок сорт Крупинка.